Юзер ПВ1 и дальше: к кому из когорты импрессионистов у вас больше всего лежит душа? Не только как к художнику, но и как к личности с его жизненной историей. Я с детства под впечатлением от Клода Моне, я тоже, и от Винсента Ван Гога, и я тоже. Пожалуй, Моне мне все-таки ближе, хотя я отношусь с глубокой симпатией и уважением ко всем импрессионистам, это все-таки первооткрыватель. И на меня сильное впечатление произвело, когда я был у Моне в доме в Живерни, произвело то, что на стенах сплошь просто японские гравюры, японская графика высочайшего качества. Известно, что он очень много взял у японцев. Вообще искусство всего мира – это наше достояние, это наш багаж всеобщий. Мы можем и должны черпать из него все самое лучшее и, питаясь этим, протаптывать свою дорогу к вершине мастерства. Юзер RD7. Хотелось бы услышать ваше мнение об обратной перспективе ее использования в живописи. Мне стала интересна эта тема, пробую понять. Ну, идея-то понятна и, в общем-то, проста. Зритель, который смотрит на картину, является центром, куда точки схода сходятся. Сюда. Все к нему, все в его сердце. Любая перспектива, какую мы не возьмем, воздушная, линейная, обратная, все равно сводит к тому, что мы видим произведение, и мы участвуем в нем. Не так важно, с моей точки зрения, какая именно перспектива. Для меня важно то, что произведения искусства нас меняют, если мы хотим измениться. Если этого нет желания, на ум приходит простая интересная метафора, известная, конечно, всем, что один человек может к водопою привести табун лошадей. Но даже 1000 человек не заставит одну лошадь напиться, пить вообще эту воду, если она не испытывает жажды. Так что наше желание питаться искусством, наполняться его животворящей силой, определяющей в этом смысле. Если его нет, бесполезно, ничего не поможет. Юзер АМ2. Вячеслав, спасибо за видео. Расскажите, пожалуйста, как формировался ваш стиль? Думали ли вы специально над этим или просто рисовали, и он выработался сам по наитию? Ну, сам, конечно. Все из подражания идет, и у многих так. То есть те мастера, передвижники, Врубель, Коровин, Фешин и так далее, Серов, работали всеми своими произведениями на то, чтобы я в них влюбился, и в то, как они рисовали, писали. Хочется достичь такого мастерства. Для этого ты просто работаешь, много работаешь. И перенимая у одного художника, понимая, как он мыслит и как он пишет, у другого, третьего, ты идешь по этой дороге, само собой происходит вот эта пропитанность, о которой я говорю, любовью к живописи вот мастеров, участвует в том, что из-под твоей вот этой вот печатного станка что-то получается. Никогда не получится так же, как у любимого, как, например, какого-то художника. Будет все равно твое, потому что мы устроены по-разному. Наше видение все равно у каждого свое. Поэтому будет другая живопись, даже если ты подражаешь. Зураб Силагадзе. Хочется женского портрета по типу индейца, темпер или маслом. Думаю, меня поддержат другие из нашей палаты Зураб. Зураб, я с удовольствием сделаем урок. Портрет – это вечная тема. Буду над этим работать. Спасибо большое. Для примера анонс моего урока женского портрета, кто, может быть, упустил и не посмотрел его, а он, в общем-то, важен, потому что вы увидите ход работы, как делаются замесы. Анонс. 45-й урок. Психологический портрет. Не случайно в академиях приглашают пожилых натурщиков для рисования и живописи портрета. Это важнейший этап в обучении, потому что у пожилого человека очень ярко просматривается череп, его устройство.
Художник обязательно должен видеть, что внутри, иначе получится вяло, как сосиска нарисованная. Все должно быть конкретно. Об этом урок. Как писать портрет конкретно. Странное слово, может быть, даже не очень понятное, но именно конкретностью отличаются профессиональные работы от дилетантских. Урок с практическими объяснениями каждого мазка. Откуда, что берется, куда кладется и почему. 45-й урок. Психологический портрет. Юлия Керимова. Как подобрать раму к картине? Есть ли хитрости? Например, если картина темная, то рама лучше светлая? Или наоборот? Или если картина цветная, то лучше однотонную раму? И ширина рамы зависит от картины? Или это чисто выдумки художника? Напишите, пожалуйста, есть ли законы и правила. В основном меня интересуют портретные рамы. Считается, что рама – это продолжение картины. Как написано, вот в каком стиле, пусть это будет продолжение и в раме. Если у меня там мазистая живопись, такая слегка хаотичная, может быть и не слегка, то и рама продолжение вот этого хаоса. А цвет безразлично, пусть будут разные рамы. И черные к белым, и белые к черным, и цветные к нецветным. Доверьтесь интуиции, когда вы, если вы сами их красите или подбираете. Я, например, сам люблю красить. Деревяшечки делает мастер, а я их раскрашиваю. Поскольку я частенько делаю паспорту деревянные к рамам, то ширина паспорту и сама рама – это тоже золотое сечение. Паспорту, например, 5 сантиметров, а рама 3, 5 к 3. Вот это, либо наоборот, паспорту 3, рама 5. Ну и есть на канале 63-е видео, как я делаю рамы. Может быть, оно тоже раскроет какой-то технологии, вам будет это понятно и интересно. Казбек Бутаев. Я сейчас запал на графику и учусь писать портреты углем. Прошу дать совет, на каком формате лучше рисовать. Ну так, чтобы голова была в натуральную величину. То есть и от этого отталкивайтесь. В натуральную, вот как вот этот размер был на бумаге. Значит, этой голове такой величины не должно быть тесно в листе. Лист, больше. По крайней мере, там А3, А2, и все, можно работать дальше. И еще, вы же знаете, что люблю писать в монохроме городские пейзажи. Графика плюс акварель. Прекрасно. Мне очень нравится, но есть одно но. Такие работы многим нравятся, но не покупают. Есть нотка отчаяния, может, что-то не так делаю. Вы хороший человек, и мне важно услышать ваше мнение. Спасибо, Казбек. Продажа – сложный процесс, и тут, наверное, все-таки не ко мне вопрос. Ко мне вопрос, что касается, как нарисовать, как писать. Продажа – это дело тех, кто продает, кто умеет продавать. Художник, умеющий продавать, это, конечно, два в одном. И умеет писать, и умеет продавать. Но это другая специальность – продать то, что ты сделал. Нужно передоверить это. Даже если галерейщики отказываются от таких работ, они же знают, кстати, что у них идет, что не идет. Но нужно учитывать их мнение. Не по технике, а по выбору сюжетов. То есть предоставить им выбор, много сделать, они посмотрят, отберут что-то. Вы не можете навязать галерейщику, он просто не возьмет. Либо самому выставлять на интернет-площадках вживую. Куда деваться? Искренность в работах самое важное. А дальше картина, каждая картина живет своей жизнью. У нее своя судьба. Она может действительно пролежать, как у известных художников мирового уровня, на чердаках где-то валялась, там, я не знаю, сотни лет, а потом ее обнаружили. Что делать? Наша задача писать, рисовать качественно. А дальше картина выбирает покупателя по тем критериям, насколько он влюбился в эту картину. В любом случае, Казбек, то, что мы делаем, рисуем, пишем, мы творим себя. Мы раскрываем свою душу миру. Если ты открыт миру своими работами, прежде всего, мир к тебе придет и принесет дары,
которые ты заслуживаешь за эту искренность, за эту работу. Работы. Я рекомендую посмотреть 1020-е видео, ролик. Ошибаюсь, но мне нравится. В нем об ошибках в живописи, о мастер-классе в Иркутске, который я там провел. Баннер появится в самом конце ролика, в заставке.